Я в прямом эфире сегодня уже. Отлично. Я что-то, короче, давно не снимал прямые эфиры, как всегда, затупил. Так, я сейчас отойду, если что, здесь. В общем-то. Закроешь. Какую эту, что ли? Отлично. Уже рвануло. Ладно. Ребят, прямой эфир, да. Сейчас я подготовлю в последний момент. И вот. Так, что тут? Что мы подключаемся, в общем-то, к прямому эфиру. Где у нас тут прямой эфир? Чтобы смотреть чаты, я вам сейчас подключу, что ноутбук, конечно же. Так, я вообще-то не понял. Похоже, запланированная моя, в общем-то, сейчас получилась трансляция, поэтому сейчас буквально 5 минут, и я сейчас все сделаю отлично. Вот. YouTube. Ну ладно, пока никого не подключен, поэтому говорим обо всем. Все, что можно. К сожалению, сейчас я кое-что не взял. Да, будем говорить об магии денег, как вообще привлекается денежные средства. Так как мы... Так, в общем-то, да. Про магию денег, да, все-таки я настроил то же самое, то, что я и хотел, в принципе. Так. Я сам себе подключусь, потихоньку буду объяснять вам вообще, как это происходит, притягивание денежных средств. В общем-то, во многих моих роликах так, ну все, отлично. Я теперь слышу, вижу и да, буду отвечать на все вопросы. Естественно, кто подключится. Похоже, я подключился сам себе. Ну, не знаю, может быть, кто-то и другой. Ребят, так, а мне нужно отключить звук здесь на ноутбуке. Мне звук не нужен. А мы просто отключим, да. Все. Теперь точно. Блин, самое главное я забыл. Я сейчас покажу вам сегодня мое приобретение микрофона. Сейчас попробуем подключить его, еще последний параметр. Надеюсь, вас это не затруднит подождать чутка, потому что я что-то сегодня вообще растерянный еще, потому что у меня сегодня всякие приключения происходили. Сейчас, в принципе, можно рассказать. Надеюсь, что обязательно говорите. Так, микрофон подключен. Я попробую его сюда к себе поставлю.
Так, если меня не слышно, я отключаю микрофон, значит в следующий раз я буду пробовать просто как-нибудь оборудование это попробую. А если слышно, то все замечательно, потому что, значит, все классно получилось. Надеюсь, что это меня слышно. Так, подключился же кто-то или не подключился, ну не важно. Ладно, сегодня разговор про магию денег, притягивание денежных средств. У меня уже были ролики про деньги просто, как они там, в общем-то, как сделать ритуал на деньги, да, это было. И было... Сейчас, почему я это сделал ролик, точнее прямую трансляцию, из-за того, что мне очень интересно было в том, что вы смотрите это. Ну, я думаю, многим интересно, конечно, про деньги, поэтому самый популярный стал ролик про деньги. И поэтому прямой эфир именно про это. Да. И вот, молитва была, ролик возвращение долгов. Многие мне писали то, что спасибо. Я понял, что многим помогло. Там в этом ролике описывается 3 молитвы. Одна молитва от Транифунского, которая специальная. И, видимо, она очень хорошо помогает. И я думаю, да, и мне, кстати, она не раз помогала. Я иногда, ну, в общем-то, постоянно пользуюсь, частенько. Не постоянно, частенько, да, не буду заговариваться. Потому что таким образом, ну, как бы, когда вы искренне говорите о том, что желаете, и, в общем-то, это помогает. Я извиняюсь, то, что я могу повторяться, потому что я вот сегодня не писал никакого текста, и обычно вообще не пишу никакой текст. Я люблю, в общем-то, как бы сказать, ну не экспериментально, а как сказать, даже просто, да, слово забыл, в общем-то, не буду говорить. Кто там, если меня смотрит, напишите, как это слово называется, то что, ну да. И не буду зацикливаться, буду продолжать эфир. Так, ну что, в общем-то, таким образом мне тоже вот пришло предложение хорошего дополнительного заработка, и поэтому, ребят, канал будет развиваться. А так как я говорю о деньгах и об притягивании денежных средств, поэтому я вот хотел вам немножко рассказать то, что я делаю, все помогает, многим помогает, и даже мне в данный момент сегодня. У меня тоже бывают трудности с денежными средствами, и вот я как-то, получается, но без денег я не бываю, поэтому, да, возможно, я что-то делаю, конечно, скажете неправильно, может и правильно, другие там как-то говорят по-другому, возможно, да. Да, кстати, насчет того, я любитель не опаздывать вообще, ну, никуда, пытаюсь правильно в то время показывать все свои видео, но, да, вот сегодня что-то не заладилось, вообще сегодня какой-то день не заладился. Я не буду такого повторять ошибки, чтобы вы приходили вовремя, и я вовремя на эфир. Да, хотел бы еще поговорить о том, что в какое время удобно смотреть эфиры мои. Возможно, вам
и другое время понравится. Но вот я сегодня перешел на вечернее время, потому что я написал в сообществе и везде, где возможно, что эфир переносится на другое время, потому что, ну, так получается иногда. И даже в том смысле, что я иногда могу предвидеть, да, я догадывался, что такое может, и чувствовал, что такое может быть. В общем-то, ну, что-то почувствовал, да, о том, что что-то произойдет. И произошло. Я уже думал, блин, надо эфир запускать в 2 часа, а тут у меня уже остается полчаса, и что-то не то произошло. А произошло именно, что у меня на машине просто аккумулятор разрядился, хотя он не старый, непонятно. По причине я уже думал раньше завести там машину, подогреть, и пусть она, но что-то не пошло. А сегодня пришел и опачки, и она не заводится. Хотел поехать на заправку. Странная фигня, да. В итоге сегодня не заладился эфир в 2 часа. Он только заладился сейчас. Но не важно, ребята, кто подключится, я объясню всю ситуацию и объясню. Да, странно то, что никто не пишет мне, возможно. Сейчас вот промелькнул, кто-то подключался. Ну ладно. Я вот не знаю, слышимость. В принципе, да. Я выключил звук на это. Так. Слышно меня? Меня слышно? Ага, все, я сам себя услышал. Значит, все слышно. А это значит, что у меня сегодня вот такой микрофончик, куда я могу говорить громко и звучно. То, что про деньги. Ну, я вообще отвлекся на 14 минут. Непонятно, о чем говорю. Я вообще болтаю, непонятно о чем. Я надеюсь, что кто подключится к этому эфиру или потом посмотрит, в общем-то, болтовню мою ему понравится, а может быть и нет. Но не важно. Так, привлечение денег. Не будем отвлекаться от основной идеи моего сегодняшнего эфира. То, что привлечение денег. Каким образом привлекаем денежные средства? Я уже объяснял то, что есть множество, есть и вот который ритуал, первый мой момент, а второй момент это то, что, ну да, молитвами можно привлекать. Ну, естественно, если вы не будете никакие действия делать, также не работать, ничего не будет, естественно, у вас денег не будет. Что еще можно рассказать? Я что-то вообще сейчас очень неподготовлен пришел, но хочу вам досказать многое, чего у меня сейчас в голове творится, это просто невероятно. Поэтому я скажу, что привлечение денег приходит с того момента, когда вы внушаете и не говорите. Вы всегда должны говорить о том, что деньги не зло. Если вы будете говорить деньги
она будет у вас утекать потихонечку. Когда вы будете говорить о деньгах, что деньги добро, и потихонечку они привлекаются. Каждый день вы можете об этом говорить. И еще есть такой момент, визуализация, то, что вы визуализируете денежные средства. Подумайте сначала о небольших суммах, о суммах, которые вы действительно, если вы сможете заработать эту сумму, вы обязательно будете думать о том, что заработать эту сумму. Вот. Так, по крайней мере, один человек смотрит, но не знаю, может быть, это мое подключение. И если это не мое подключение, что-нибудь напиши в чате. Так, ну, в общем-то, да, визуализируем, сколько денежных средств мы можем заработать. Потом, в дальнейшем, мы думаем о том, какую мы сумму хотим заработать, и подвластно. Мы боимся сразу, что сумма будет огромнейшая, там, миллионы, миллиарды, там. Естественно, у нас есть сомнение, что мы такие суммы можем зарабатывать. Но мы можем этого зарабатывать, не бойтесь того. Но для начала, как я говорю, вы должны, в общем-то, ту сумму, которую можете, подвластна вам, допустим, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей небольшая сумма, я думаю, каждый может это заработать. Поэтому думайте о том, что вы уже это зарабатываете, что у вас эти денежные средства уже вы их получили, вы думаете, куда вы реализуете эти суммы, и вы обязательно это заработаете. Также вы думаете, если вам не нравится работа, конечно, нужно уходить. А у меня вот, допустим, мне нравится работа моя, да, только единственное, что там небольшая плата, и поэтому я думаю о втором заработке дополнительном, но пока я выкручиваюсь, и поэтому, да, я не буду говорить о втором заработке своем дополнительном, который я буду в дальнейшем зарабатывать. Естественно, возможно, в дальнейшем зарабатывается на YouTube. Но сейчас это не важно. Важно то, что я знаю, что я привлекаю денежные средства, которые в сегодняшний день у меня постоянно, пусть они маленькие денежные средства, но они привлекаются потихонечку. В прошлом ролике, который я показывал, у нас был ролик, который, как говорится, привлечение денежных средств, назывался про деньги, и там показывал, как делается ритуал, который говорил, в общем-то, там присутствуют денежные средства, 5000 деньги. И в общем-то, они привлекли мне денежные средства, я смог выкрутиться из многих ситуаций, и на сегодняшний день мне все нормально. Дальше посмотрим. По крайней мере, предложение, которое я вообще даже не представлял, что мне предложит дополнительный заработок именно в этой компании, я не думал. И я пока не буду вас, в общем-то, говорить об этом, потому что это, в общем-то, моя... вам пока еще не предложили, но я думаю, и вам предложат обязательно. Главное думать об этом и стараться. Если вы думаете о втором дополнительном заработке,
обязательно думайте, что вы найдете это второй дополнительный заработок и будете зарабатывать. Вот в чем называется визуализация. И таким же образом происходит магическое свойство денежных средств. А вот если вы положили перед собой деньги и смотрите в 5000-ную деньгу, она у вас одна, но вы думаете, что у вас появилось там несколько, 2, 3, 4 монеты таких, и потом вы думаете, а вот каждый месяц будет появляться, и вы уже представляете, на что вы наперед знаете, что вы уже получили эти денежные средства, и будете постоянно получать по 10, 20, 30, а может быть 100 тысяч рублей в месяц. Я уверен, что вы заработаете. Ну, конечно же, много способов заработка денег в интернете. Да, я думаю, вы найдете этот вопрос и подработки. А может быть, вы решите сменить работу, и вам предложат такое предложение, что вы не сможете отказаться. Возможно и так. Поэтому никогда не отчаивайтесь, если думаете о том, что вы всегда будете впереди, вы всегда будете вылетело слово. В общем-то, вы всегда будете с денежными средствами, никогда вас они не будут покидать, а вот только приумножаться. Конечно, есть способы, не магические, как бы, вот, энергетические, эзотерические способы. Вы можете привлекать денежные средства по-другому, там, допустим, какими-то зайти к магу, чтобы он у вас сделал там ритуал свой магический, там он сделает вам карту магическую, там амулет магический, либо бы там какой-нибудь знаки, ну, в общем-то, распишет вам и произнесет там заклинания, колдуны, там много чего. Но вы знаете, что даже если у вас получится, что он вам сделает, привлечет это, вам предложит предложение там, работы, подработки, или вы просто будете получать денежные средства, не знаю каким способом, но неважно. Но если вы не будете работать над этим, у вас не будет получаться. Вы должны работать и да, не думайте то, что вот сейчас вы сделаете там, допустим, YouTube канал, и он сразу у вас будет привлекать деньги, вам будет заработки там немерено. Естественно, нужно работать постоянно, чтобы вас смотрели, допустим. Если вот меня смотрят, то смотрят. Если не смотрят, то не смотрят. А я для каждого запускаю новое видео, кому интересно, тому не интересно. Так, ну похоже, кто-то вышел. Значит, а это значит о том, что сегодня эфир прошел недаром. Один человек уже смотрел мой прямой эфир. Возможно, ему не понравилось, возможно, понравилось. Ну, ладно. Так, что дальше расскажем? По крайней мере, я вот много чего проводил. И те же самые ритуалы для привлечения у меня, да, у меня, кстати, не показывался на видео, потому что как бы не получилось. И я привлек, в общем-то, у меня было денежные средства по порядку, ну, достаточно нормальной пачки денежных средств.
который я хотел привлечь, и говорил о том, что у меня было каждый месяц там, ну, у меня была, ладно, скажу сумма 50 тысяч рублей. Это, в принципе, небольшая сумма рублей. Но вот так получилось, что она у меня оказалась, и я решил быстренько провести ритуал на это привлечение денежных средств. Но, конечно, я не показал, потому что у меня на следующий день я что-то даже видео не успел снять. Но для себя я это сделал. И вот сколько прошло времени, прежде чем мне пришло предложение высокооплачиваемой подработки. Причем, самое интересное, я могу сейчас подрабатывать, совмещая. Но в дальнейшем я, конечно, думаю, может быть, да, перейду на полный результат этого. Там я не скажу, какая сумма мне озвучили, что мне будет платить. Сейчас я обучусь, и когда это все произойдет, естественно, я с вами поделюсь, в общем-то. Поделюсь своими результатами, как получилось, и сколько времени мне потребовалось на то, что привлечь денежные средства и, в общем-то, подработку эту, которую у меня. Я же говорю о том, что у меня было 50 тысяч рублей, и я сделал ритуал, который со свечами, там, со святой водой, ну, можно и с иконами, кто как хочет, в принципе, по-разному можно происходить. И вот можно заговаривать, в общем-то, эти денежные средства. И я вот сделал привлечение 50 тысяч рублей, у меня первый вопрос. Пока не буду говорить, через сколько времени это произошло, потому что это пока будет в секрете. И в дальнейшем я сделаю еще пару роликов на эту тему. И думаю, вы тоже привлечете себе денежные средства. Кстати, кто не смотрел ролик на привлечение денежных средств, обязательно посмотрите. У меня есть про деньги два ролика. Один, который привлечение, это ритуал на привлечение денежных средств. Вы можете, кстати, не делать то, что я делаю, вы просто можете у себя включить в комнате, и у вас должно получиться привлечение денежных средств. Ну, не знаю, конечно, лучший способ это когда, если я у вас буду это заниматься, и, ну, конечно, можно и попробовать и так. Многие мне пишут, что помогает, даже я вот иногда, я говорю, то, что мне нужно визуально видеть человека в большей степени для того, чтобы помочь ему. Любой ритуал, неважно, денежный ритуал, либо не денежный ритуал, ну, в общем-то, либо это исцеление тоже. Я должен рядом быть, но большинство людей просят, потому что там в разных городах, и бывает, что времени нет приехать, и поэтому я, конечно, делаю ритуалы удаленно. Но удаленно, конечно, не. Я говорю, что это уже 50 на 50, может быть даже меньше процентов, что вам поможет. Вы прямо рядом со мной, и я вам лучший результат сделаю. Ну и если такого нету, то я делаю, конечно, удаленно. Да. Ну, кстати, тут вот недавно помог девушке со здоровьем. И она, кстати, подписана на мой канал. Я не буду говорить, кто она. Эта девушка подписана на мой канал. И я ей помог со здоровьем. Но тема, конечно, не об этом, но просто сказал, что. И, кстати, вторая девушка, которой я помогал с беременностью, она беременна второй раз. Но у них там ничего не получалось. Я думаю, ну, давай попробуем
сделать, и получилось, в общем-то. А так она ходила везде, ко всем, и в церкви, и все. И я просто сказал, что что-то не так вы делаете. И подсказал, как правильно надо делать. И, в общем-то, получилось, что первый ребенок у них появился, потом второй сразу. Да, а вот девушка, которая мне писала еще раз, и я не знаю, куда-то она пропала, я надеюсь, она когда-нибудь там явится. Ну, правда, еще не прошло то время, которое я ей говорил. И если она все сделала правильно, то я думаю, она тоже скоро у нее появится ребенок. Ну да, я опять отвлекся о том, что сегодня же тема про деньги. Как мы делаем про деньги? Мы можем даже сейчас в прямом эфире сделать про денежные средства, привлечение. Правда, мне придется отойти, но вам не понравится этот момент, я думаю, потому что я деньги не взял, никакие денежные средства. Сейчас я чуть-чуть опущу, думаю, чтобы меня видно. Хотя, подожди, зачем я буду опускать? Я просто буду показывать мои средства привлечения, что у меня вообще есть для этого дела. Ну, как всегда. Так, вот, это моя молитвенная чаша, и здесь уже старенькая такая вся, еще дополнительно, вдруг сегодня мы что-нибудь привлекать, если кто напишет, я сейчас буду на этого человека пробовать онлайн привлекать денежные средства. Ну, если кто напишет в чате, а чат открыт, кстати, пишите, если что, мы привлечем, попробуем, посмотрим. Правда, у меня, если что, я сейчас отойду, у меня буквально там небольшие деньги, 100 рублей. Но я думаю, для начала, если у вас будет, мы будем думать не о 100 рублях, а там, допустим, а о большей сумме, там, ну сколько мы можем потянуть? Я думаю, 70 тысяч, допустим, в месяц мы сможем зарабатывать. Любой человек может это заработать. Так, что у меня есть еще тут? Матрёна, я делал тут масло освященное. Правда, я вот, честно говоря, еще пока не использовал. Но это помазание обычно, да, либо лампада. Да. Пока что не было ситуации, чтобы там кого-то помазать, и вообще я не имею права, честно говоря, это делать. Я не поп, не священный, я просто верующий и в общем-то, некоторые вопросы, знающие по энергетике человека и многих других вещах. Ну ладно. В принципе, каждый прямой эфир я уже показывал. Да, вот это свечи ароматизированные, которые тлеющие. Сейчас я одну покажу. Если видно, да, я думаю, видно. Вот такая свеча. Кстати, подарок из Индии. И тут они разные. Вот такая коробка. Вот такая коробка. Такая. Тут их полно. Тут еще что-то такое есть. Тут походу тоже свечи. Вау. Я такие не пробовал. Надо как-нибудь использовать. Ребят, я как-нибудь использую. Вот первый, кто мне написал привлечение денежных средств, я буду использовать вот эту свечу. Ребят, попробуем. Правда, естественно, я не смогу вам передать тот запах. Но, как бы, знаете, пахнет травами. Травами, да. Но запах я вам не смогу передать. Также у меня
А, вот как раз для лампады. Ну, правда, все индийское, потому что у меня есть один поставщик индийский. Ну, сейчас, наверное, закрыт поставка из Индии, потому что этот человек приехал к нам в Россию. И я думаю, придется покупать здесь. Ну, пока запасы есть. А может быть и как-нибудь и будет заказ как-нибудь. Ну, уже так. А тут вот еще, знаете, есть тоже. Я вот даже не распаковал вот эту пачку. Тут, наверное, тоже свечи. Правда, знаете, да. Тут, конечно, по-английски написано Green Flower. Green Flower, ну, зеленая. Это уже Flower, это же зеленые цветы. Ой, блин, не цветы, блин. Ну, или, по-моему, цветы. Не помню. По-английски я, короче, не очень крутой знаток. Ну, если что, напишите мне. Может быть, я не прав. Так, в принципе, что еще? Что еще, да. Кстати, у меня вот такой мешочек. Кто занимается и хочет заниматься эзотерикой, обязательно приобретайте этот мешок для того, чтобы, ну, эзотерикой заниматься. Как сказать, такая тема. И в нем у меня хранится мои магические, но как бы не магические. Я не считаю, что себя магом. Я считаю себя в большей степени целителем. Потому что, во-первых, то, что у меня предки, то бабушка целительница была, царствие небесное, и в роду вошли много целителей, поэтому я вам не вру, то, что я занимаюсь, у меня уже в крови. Лечишь просто целительством ни одна болезнь, все равно придется вам пойти к врачу. Да. Ну, в общем-то, отвлекся опять от того. Так, вот, это Зюрда Мерхаба. Один хороший человек мне сделал подарок. Да, на камеру немножко слишком далековато видно. Надеюсь, в каких-то роликах я показывал. Звезда Мерхаба, просто про нее рассказ. Она помогает нам в благополучии и счастье. Ну, в принципе, ее можно принимать также в ритуалах, в денежных средствах. И также у меня есть камни. Я думаю, на камеру не особо будет видно. Но вот камни разные, которые я тоже по-своему заряжал. Но зеркало здесь неуместно, потому что обычно я применяю зеркало для других дел, для того, чтобы изгнать там негативные энергии, либо, ну, как бы уничтожение чего-нибудь, ну, того, что мы не видим, грубо говоря. А то, что не видим, многие думают, что если мы видим глазами, все, это все. Но это не все. Есть вещи, которые не видят. И я могу вам... Я, честно говоря, не люблю доказывать никому. Но многие мне, кто со мной вот, непосредственно со мной работает, или кто, в общем-то, со мной встречается, кому я помогаю, там, те очень любят проверять мои способности. Ну, я даже не обижаюсь, в принципе, но, знаете, мне это не очень нравится, честно говоря, да. Но приходится показывать, рассказывать,
И каждый раз заново и заново и заново. Если интересно, то можете послушать. И то, что вот недавно было то, что две девушки, они хотели, чтобы я рассказал об их, в общем-то, что я об них вообще могу рассказать, о будущем, о прошлом, вообще об них. Я рассказал, и по поводу, 85% того, что это правда. 85% это нормальный результат. В дальнейшем думаю, что это будет больше развиваться результат. Но ясновидение это тоже свойственно свое. Ясновидение это тоже, знаете, нужно уметь делать. Так, непонятная штука. То появляется, то не появляется человек. Ну ладно, может быть, это я подсоединяюсь, но вряд ли. Ладно, я не могу подсоединиться. Ладно, короче, результаты есть, в общем-то, есть на видении у меня результат. Я людям помог, там, объяснил, что и многим говорил о том, что не нужно это делать, там все такое. В некоторых моментах, да, не нужно, там, допустим, делать, не делая ритуалы на как бы привороты, там, это вообще как бы запретное слово для меня, и как бы думаю для ютуба тоже, поэтому не делается ничего подобного. Но так, конечно, это можно было сделать, но это потом плохо кончается, не нужно. И также там, чтобы там человек умер, там все такое, это вообще не нужно делать никогда. Также воскрешение, но воскрешение, естественно, не получится у меня. И поэтому даже не просите таких вещей, просто не нужно этого делать. Так, дальше посмотрим. Возможно, так, ладно, давайте добьем эфир до часа, думаю, и поэтому расскажу о дальнейших планах. Вот хотелось бы просто поговорить о том, что какие видео там, допустим, вам понравилось, не понравилось. Вот интересно. Вот каждый посмотрите видео, напишите мне в комментарии то, что вам понравилось, не понравилось. И может быть я как-то не так снимаю что-то. Вот сейчас у меня появился микрофон, и я думаю, в дальнейшем он всегда будет использоваться. Возможно, да, кстати, у меня что-то поломался экшн камера, я думаю, в дальнейшем я исправлю эту тему. Надеюсь, все будет отлично. Если меня не слышно, то я подношу свой микрофон. Сейчас проверим, слышно меня или просто, или не слышно. Ну-ка. Слышно? Меня слышно? Ха-ха. Ну, конечно, слышно. Я опять проверяю, дурачусь. Ребята, так что какие вот больше всего вам нравятся ролики, упражнений, сгинание там предметов, допустим, ритуалы. Если вам нравятся все ролики, пишите также. Мне нравятся твои все ролики. Я хотел бы, чтобы ты там периодически менял их там туда-сюда, чтобы иногда, чтобы разнообразие было. Да, иногда вот, и я вот сейчас заработаю денежные средства. Я думаю, летом, ребят, вы увидите необычайная тема. Но сейчас думаю, вот на следующей неделе мне очень некогда будет, поэтому
Ребят, не обижайтесь, то, что среди недели ничего не будет выходить. Ну, в принципе, у меня на канале написано то, что я по субботам я в субботу выпускаю их, пытаюсь выпускать. Если не получается, я пишу в группу, в сообщество. Так что смотрите сообщество, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте обязательно. Все, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. И кто пересмотрит это видео, то подписывайтесь вообще. А кто впервые смотрит меня, подписывайтесь просто на канал. Если пересмотрите там несколько видео, которые по вашей теме, как вы думаете, нравятся, пересмотрите. Если не понравится, можете отписаться. Просто, понимаете? Будет меня смотреть 60 человек, 70. Я буду вести эфиры обязательно. Всегда. Так, у меня, так у меня множество разных, да, роликов, много тем, и много тем, которые я еще не выложил. Я вот думаю, следующий этап, вот, в дальнейшем, просто я хочу сейчас посмотреть на ваши реакции, денежные средства вам нравится больше всего, тогда мы будем цикл этих роликов записывать. А еще я хотел бы цикл роликов записать про это, как там называется, из головы вылетело, ребят. Вот бывает так, что я вот сейчас думал об этом, и вот иногда, конечно, нужно вообще безмысленно думать, и бесконечно, конечно, у меня сейчас поток информации, бессмысленно не получается. Чакры, да, вот, чакры, цикл про чакры. Будет запись про чакры, обязательно посмотрите, и я буду про каждую чакру рассказать. И также у меня много появлялось, у меня, в общем-то, много таких роликов про физическое тело, там упражнения и все остальное. Но будем отдельно писать, что такое физическое тело, вообще как оно воспринимается и все такое. В общем-то, такие циклы. Также появится много информации про иконы, про камни, медитация. И будем практиковать, в общем-то, духа моего. Кстати, мне скоро будет день рождения, ребят. Я думаю, если каждый человек, кто подписан на меня, постарается к дню рождения моему, день рождения моего 2 августа, если начнет предпринимать там какие-то там, делать репосты моего канала, там, предлагать, говорит, ребят, подписывайтесь на мой канал, там все такое. Я, конечно, не настаиваю на этом, но я хочу на день рождения подарить, вот, давайте, вот если к дню рождения у меня будет 5000 подписчиков, 5. Это небольшой результат, это просто маленький какой-то результатик. Некоторые говорят о том, что давайте, вот у меня там сейчас 450 тысяч подписчиков, давайте к дню рождения там, допустим, 500 тысяч подписчиков. Я говорю просто к дню рождения 5000 подписчиков, 5000 подписчиков, у меня сейчас 1700 подписчиков, ребят. Вы, если кто не подписан, подписывайтесь. Вот. 1700 подписчиков, 5000 подписчиков, 5000 подписчиков, у меня сейчас 1700 подписчиков, ребят. Вы, если кто не подписан, подписывайтесь. Вот.
И поэтому давайте к дню рождения 5000 подписчиков, и я разыграю 3 книги. 3 книги. А одна будет дорогая очень. На первом месте кто? Вот. И, кстати, как будем проверять? Я еще напишу, в общем-то, я напишу первоначально, кто подписан у меня. Я напишу, у нас розыгрыш в группе. И в группе будет розыгрыш. А розыгрыш будет вот. Кто участвует? Кто вот напишет комментарий там под этим розыгрышем, там просто напишите, я участвую, все, я участвую. И неважно, может быть, вы не пригласите ни одного человека, хотя нет, будем пробовать. Ну, в общем, да, лучше, да, пригласить человека, хотя бы одного человека каждый пригласит, и это будет идеально. 5000 подписчиков к моему дню рождения 2 августа. И мы разыграем книжки. 3 книги буду разыгрывать. Я специально куплю и специально отошлю, кто. И мы сделаем так. Я найду специальную программу, которая будет рассчитывать людей, кто участвует. Я всех напишу и прям вам покажу то, что вот список участников, которые участвовали. Каждый, кто написал, я участвую в розыгрыше. Вот и все. И я думаю, может быть, нет, завтра, конечно, праздник 9 мая. И уже скоро, кстати, он уже через час будет, даже меньше, праздник этот. Поэтому вы, ребят, понимаете о том, что какой шанс у вас. И если вы не будете стараться ни в чем, так и вы денежные средства не сможете заработать, там нормальные зарплаты не будете получать. И если вот вы сможете сделать мне, и я тоже буду стараться, и я разные способы знаю, как набрать подписчиков, и поэтому, ребят, вы вот сделайте такой момент. 5000 подписчиков будет к моему дню рождения. Задача, знаете, в том, чтобы вообще подписаться на группу, зайти в группу и написать комментарии, то, что я участвую в розыгрыше. Я вот, когда выложу, вы увидите, в общем-то, в сообществе YouTube канала, в сообществе я вот скажу, вот я выложу вот это, и все. И мне будет приятно то, что вы работаете просто, потому что если вы не будете работать, то ничего не будет. Такого, значит, и все. Я вот набрал уже 1700 подписчиков, но, конечно, это небольшой результат. В дальнейшем, я думаю, разворачивается на больший результат. Сейчас, может быть, через месячишко я вам добавлю больше подписчиков, и все посмотрят. Так, осталось, в общем-то, 3 минуты. О чем поговорить еще? В принципе, обо всем рассказал. Так что, ребят, давайте работать вместе, давайте двигаться. И вы всегда будете с денежными средствами. Это был канал «Разговор с Богом», канал про энергию человека, духовное развитие и многое другое в пользу эзотерики. Не будем добивать час, или будем. Может, еще просто анекдотик рассказать. Ладно, не буду. Я уже что-то измотался,
по крайней мере, один человек пересмотрел все видео до конца. Может быть, это не один человек, кто-то появлялся, кто-то не появлялся. Но, возможно, так и есть. Я думаю, вот завтра у меня будет идеальный день, когда люди, вы начнете мне помогать с моим каналом, а я для вас буду делать охренительное видео и буду помогать вам в личной жизни, там, помогать своими способностями, целительством, вашего здоровья и многим чем. Я вам все помогу безвозмездно, потому что мои способности уйдут тогда, если я буду с вас денег брать. Пусть мне платят, понимаете? Нет, никто не даст. Я даже открывать донат не буду вообще никогда. Я сам заработаю денег. Сам заработаю, понимаете? Вот в чем работа заключается. И я работаю над видео, над YouTube каналом, на многих проектах. Кстати, второй канал тоже можете подписываться, но пока он не развивается, и я давно не выкладывал видео, но в скором времени, я думаю, буду выкладывать. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока, и всем денежных средств много.